Ну что, Konami навалили контента. И когда я говорю навалили, я имею в виду буквально навалили. Казалось бы, более-менее глобальное обновление, множество компаний, даже для фри-ту-плейщиков много контента завезли. Ну что это за контент? Контент, который вызывает множество вопросов. Поэтому сегодня давайте постараемся со всем этим разобраться, поделиться собственным мнением, ну и, конечно же, как оно всегда и происходит, подискутировать. На улице холода, а на PlayRock и вовсе замерзли цены. Здесь есть буквально все, что может понадобиться геймеру зимой. Сотни игр, тысячи продавцов и различных товаров. Тут можно найти донат, ключи, предметы и даже звезды в Телеграме. А если вам необходимо пополнить баланс ваших монеточек в eFootball, то это можно сделать на PlayRock, ведь именно там вы найдете одни из самых выгоднейших предложений для eFootball Mobile. А если же вы играете на ПК, то через PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam. Черная пятница закончилась, а пополнение с нулевой комиссией остается. Используйте мой промокод, чтобы пополнять свой Steam аккаунт было выгоднее. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. А в телеграм-канале ребят проходит розыгрыш на мощнейший кастомный игровой ПК. Также среди других призов игровая клавиатура, ключи от RK Riders и пополнение баланса в Steam. Скорее переходите по ссылке, чтобы принять участие в конкурсе. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. И знаете, некоторые сомнения и даже некоторое недоумение от сегодняшнего обновления у меня начало закрадываться еще с того момента, как только я увидел игроков, которые пополнили базу данных эпических футболистов. Это не то чтобы плохие исполнители, нет, дело далеко не в этом, а в их количестве. Понимаете, дело в том, что когда вот происходят вот такие более-менее ощутимые обновления на несколько гигабайт, да банально, когда происходит обновление с одной версии на другую, пополнение базы данных эпических футболистов происходит, более чем тоже ощутимым и глобальным. Даже если добавляют, большинство повторяющихся игроков, все равно это количество намного больше, нежели добавили сегодня. И по сути, сегодня добавили тех самых 4 эпиков, о которых упоминали вчера, и пару-тройку других игроков, которых мы, судя по всему, увидим уже в ближайшее время. Но ничего такого впечатляющего. И по итогу в игре тоже не появилось ничего впечатляющего. Все идет по намеченному графику, и первая кампания из 3 ожидаемых стартовала в игре. Это кампания в честь FIFA Electronic, то есть киберспортивного турнира, проходящего под этой эгидой. И, соответственно, в игре появилась отдельная кампания с прохождением и заработком отдельных очков, которая позволяет обменивать эти самые очки на поинты, на монеты, на нового главного тренера в лице Гатуза. В общем, какая-то очередная схема, непонятно зачем добавленная. То есть, зачем обменивать какие-то очки, которые мы получаем за прохождение матчей, чтобы потом обменять их либо на поинты, либо на главного тренера. Касаемо же Гатуза, у него доступен только один стиль по всему полю, и его линк-ап по сути повторяет тот же самый линк-ап Гвардиолы, только за тем исключением, что игроки для активации и, соответственно, работоспособности этого буста нужны другие и с другими стилями. Паки для фри-ту-плейщиков, но с какими игроками? С мертвым Харри Кейном на позиции центрального нападающего, с Хави Симмонсом на позиции атакующего полузащитника, которая при своих-то габаритах и своей-то устойчивости, прям будет просто мишенью для битья на позиции атакующего полузащитника. А казаки со стилем отвлекающий и с донатным навыком дальний перехват мяча. И, соответственно, встает вопрос, это, вообще кто? Это атакующий полузащитник, который играет не только впереди, но и спускается назад? Или это нападающий, который, по идее, должен быть нацеленным на ворота, потому что как атакующего полузащитника его трудно воспринимать, ибо цифры пасов у него напрочь отсутствуют, зато присутствуют оборонительные цифры.
Ну вообще-то, ему нарисовали такие цифры и дали такой навык, потому что он в реальной жизни очень много перехватывал. Ну так, блять, если мы обращаемся к реальной жизни, то пускай и вся игра такая будет. Когда у нас рейтинги не переваливают за 100 пунктов, цифры должны быть более-менее соответствующими тому, что было в реальной жизни, и навыки не должны раскидывать кому попало, с тем же самым пикированием Сокола, когда, блять, ебаному Ёшке Гвардиолу давали пикирование Сокола. Если все как в реальной жизни, то давайте применять это ко всем игрокам, а не только к японцам. То есть вот такого контента люди ждали в круге почета последние несколько недель? Ясно. Ну и разве что более-менее такое, возможно, приятное для кого-то, это несколько игроков с пикированием Сокола, причем за бесплатно. Про остальные паки для недонатеров, для фри-ту-плейщиков и вовсе не вижу смысла говорить, потому что те же самые паки команда недели, они повторяются. Ну, что касается цифр, вообще никакого разнообразия. Есть, конечно, некоторые приятные моменты, как, например, возвращение Неймара в команду недели, потому что мы не наблюдали его уже достаточно давно, и при его-то общем рейтинге 94 пункта ему приплюсовывают плюс 5, благодаря чему его основной рейтинг будет 99. Ну что мешает добавить хоть какой-нибудь маломальский такой бомжеватый буст, который бы дотягивал его до 100 пунктов? Сильно разницу не сделает, но сделает карточку чуть покрасивее, потому что все любят рейтинг в 100 пунктов. Но нет, блять, все как и всегда. 99, 98, у некоторых там 100, и только там за редким исключением 101. Донатный набор это тоже какая-то всратая мошна. Просто донатный пак для тех, кто любит изъебываться на навесы. Как я и говорил во вчерашнем ролике, ебучие Бекхэм и Коллер, которые в большинстве своем предназначены только для одного типа игры. Ну, Бекхэм еще ладно, можно его как-то внедрить в какую-нибудь другую там схему, в другой стиль игры, но Коллер это чисто под игру головой. Но приятно, что наконец-то завезли молодую модельку Дэвида Бекхэма. Она отличается от предыдущих, которые были в eFootball, и, по-моему, несмотря на то, что в Песке Дэвид Бекхэм, вот именно молодой, тоже появлялся, но моделька, по-моему, выглядела совсем иначе, нежели появилась сегодня. За прохождение дивизионов в этой фазе мы получим шоутаймовскую карточку Сандро Тонале. Про нее мне сказать особо нечего, ибо цифры рейтингов на момент записи этого ролика все еще недоступны, но думаю, что по цифрам Сандро Тонале не будет слабее того же Дани Карвахаля. Но в то же время, вот лично для меня, опять же для меня, может быть у вас иное мнение, может быть он вам зашел, но для меня Сандро Тонале вообще ни туда, ни сюда. Лично для меня это не тот игрок, ради которого стоило бы надрываться в дивизионах. И поэтому, подводя итог, я лично разочарован подобным обновлением, потому что бесплатный контент, которого ждали фри-ту-плейные игроки, он оказался, ну, крайне посредственным, давайте будем честны. Я даже не говорю про донатеров, потому что они всегда найдут на что потратить деньги, будь то на Коллера, чтобы играть тупо навесами, или на предстоящего Неймара с позиции ЛПЗ, блять. А вот именно про фри-ту-плейщиков, которые несколько недель ждали игроков за круг почета, а получают Аказаки, который, блять, имеет навык дальние перехваты на какой-то хуй, и прочий скам в виде Харри Кейна за 900 золотых монет. Ну, это вообще ни в какие рамки, блять, не лезет. Особенно после того, как всплывает новость о том, что на Златане Ибрагимовиче Konami заработали энное количество миллионов. Там где-то 20, что ли, миллионов. И вот после этого посмотрите, какие карточки они, блять, раздают игрокам, которые играют бесплатно. Поэтому лично для меня обновление крайне посредственное. Игроки, раздаваемые фри-ту-плейщикам, тоже ни о чем. В принципе, как и контент для донатеров, тоже ни о чем. Если вы только не навеса-дрочер, который сосет хуй.